Я всех приветствую, у нас обновление большое. Я постараюсь сделать звук лучше, чем было, все рассказать получше, чем в прошлых видосах, чем я о сайте рассказал. И я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с красивого, а потом проберемся по остальным моментам. Красивое. У нас есть скин базы, который мы получим в Battlefest. Battlefest это как второй сезон. У нас уже был такой ивент. Тут мы голосуем, выбираем лучших и так далее. В магазине за свои ставки, за свою активность мы сможем купить скинчик. Он будет давать нам добычу и будет давать огневую мощь для танков и вертолетов. Ну, в принципе, нормально, залутаем плюс плюшку. Вот, и также можно будет купить купоны музея и еще всякий шлак. Что мы получим вместе с этим скином? Мы еще получим скин на ЛТшку, который тоже можно будет получить за 7-й день входа в игру. Это будет плюс 3. Это базовый скин на ЛТшку, но это будет давать сопротивление у войска, у базы, что мы обязательно залутываем. Не забываем заходить. И даст еще по мелочи УЗ и огневую мощь войск. Так, по ивенту здесь у нас будет в наградах скин базы, конечно же. Супер крутой вот такой вот, который можно будет прокачать и получить кучу всего. Для супер донатеров будет кучу плюшек, скин на ястреб и много всего. Ну и также вот такой вот еще анимацию прикольную. Вот просмотр скинов. Такой чел с волком. Легендарный выставочный зал. Здесь у нас скин базы, типа как портал какой-то новомодный. Давайте его посмотрим. Вот такой вот. Здесь какая-то машинка вырывается, прикольно. И скин на эсминец. Это вайп. Также по мелочи остальные, и к нам в продажу скинов в магазин возвращается танкующий корабль. Такой вот. Такой. Ой. Такой. Вам было поближе и поудобнее видно. Такой. Так, что у нас еще из красивого? У нас 2 офицера вышло. И также, сейчас я посмотрю, у нас 4-й сезон начинается, в котором мы сможем получить, скорее всего, скин на корабль. Это, скорее всего, будет Liberty. Такой вот, 2 грузовика, ну и кому-то достанется база вот такая. Такой. Да, первое место получит 3-го уровня. Такой вот. Ну и так далее. Вот такие награды вы сами видите. Нужно поучаствовать в эпике, набрать кучу монет там. Только тогда вы сможете это все залутать. Кто примет бургера на эпик, скажите, пожалуйста, я буду очень рад. Такой. И у нас 2 офицера. Первый офицер с новой механикой. Это наземный универсальный офицер. И читаем ее ульту. У нее коэффициент урона. Кстати, она как Мулань. Ее нужно также пробудить. То есть у нас в Мулане, где она? Вот она, продвинуть есть для более старых серверов. И она тоже универсал, как Мулань. Так что это Мулань 2.0 такая. И она дает коэффициент урона по противнику 1800 и усиляет войска союзные в радиусе 2 клеток на 20% огневую мощь. И это дохера. Дальше самый обычный баланс. Даже не сказать, что он крутой. На ОЗ и на огневую мощь по 30%. Дальше. Сопротивление урону 25%. Можно поставить на МБшку, на танкующий юнит, еще куда-нибудь. Это довольно прикольно. Ну и акция у нее, она дает бонус к устойчивости к офицерам, когда будут ваш танк бить, на 25% меньше будете получать. Также устойчивость к критам. То есть, когда по вам супер критовая Катя бьет, вы не так много получите урона. На 50% меньше. И ульта. При пробуждении она получит новую штуку. То есть, читаем, во-первых, да, стандартно у вас будут усиливаться в радиусе 2 клеток на 20% союзники на 4 секунды, а также заставляет одно дружественное подразделение наземных войск в радиусе 1 квадрата
применить ульту, то есть тактический навык. То есть это у вас, к примеру, МБшка рядом, вот с этим офицером, условно, и Катя. Катя уже выпустила свои 2 ульты, и тут она еще одну третью плюхает. МБ охрененно просто. Это типа пиздец. Ну, это в эпике, это все станут юзать, это плюс еще одна ульта, которая будет в поле. То есть это будет еще больнее ощущаться игра в поле теперь. Ну и также для каждого подразделения эффект может активироваться не чаще одного раза в 8 секунд. То есть каждые 80 секунд у вас дополнительно еще одна плюшка сверху дается. И что я придумал уже, кстати. Вот он скин на ЛТшку вблизи. Что у вас будет? То есть у вас вот на МБшка, вот она Катя. С МБшки с основным офицером вы отстрелялись уже. Вы отстрелялись. Тут заюзали. Юзаются ульта, и на Кате вас повор... Так, я запутался сам. Секунду. На Кате вы по ворону отстреляли раз ульту, 2 ульту. У вас МБшка стоит рядом, она вам дает еще 3-ю ульту. Вот так вот. И о чем было до хрена споров. Мы сейчас с Пашей тестируем. Вот я ему даю, и это воздушный флот, который вмещает в себя 6 юнитов. Сейчас я один самолет себе верну. Сейчас. Вот. Сейчас. Вы создали и можете управлять 6 самолетами. И как мы подумали, что от этого меняется, какая тенденция будет теперь в игре. То есть мы напрягли мозги, подумали и так далее. Если у вас чисто атакующие, то их, скорее всего, просто легко выстигнут, всю группу атакующих. Если у вас разговорный альянс, где вы общаетесь, где вы обсуждаете и так далее, то вам то есть вам нужны разные группы, и атакующие, и защитные. Если у вас такого нет, то вы делаете универсальный. То есть у вас защитный и потом атакующий, к примеру, как с новым офицером. И теперь переходим к нему. Что дает новый офицер? Новый офицер дает щит 1800. Так-то это больше, чем у Лиса. Но так как это воздушная авиация, тут щиты у нас не стакуются. Нам, как на земле, их не снесут за одну плюху арты. Тут лучше разделить их. Конечно, может мне кто-то поправить из китов, кто на самолетах, но все же да, лучше сделать раздельно. Вы получили щит 1800 через 8 секунд, по стандарту. Все. Дальше самый обычный сбалансированный навык, тоже как у наземного офицера, 30 там, 30 тут. По ОЗ и огневой мощи. Дальше защита, вот это уже более интересно, более крутой навык. Устойчивость как к обычной атаке и к навыкам офицеров. То есть в поле вы уже имеете туда и сюда устойчивость против других самолетов. И к обычной атаке, если вас атакует флаг. И третий дает вам сопротивление урону 10%, что ни хрена себе. И когда вас пытаются замедлить, вы это игнорируете на 80%. И пробужденная ульта дает вам дополнительно устойчивость к навыкам офицеров. По 4% на каждые 4 секунды по 10 раз. То 10 раз накапливается. И также у вас увеличивается показатель уклонения. Вот, так что этот офицер очень хороший в поле. Очень сможет его легко миксовать с атакующим. Поэтому что предлагается? Такая сборка. Типа так. Половина универсальная, половина защитно-атакующая. К примеру, первый ястреб вы отдали его в группу. Все, он ушел у вас, он там играется. И дальше вы сами летаете остальными 2 самолетами. Это полностью защитный, полностью атакующий. Условно вот так просто. Вот. То есть и отдельно просто 2 своими самолетами вы летаете. Также, так как это у вас группа, у вас будет применяться к группе
командование и координация. То, что вот это то, что используется и к обычным группам. То есть и здесь будут дополнительные плюшки и бонусы. Так, по ивентам я вроде бы вам все рассказал, все показал, легендарный выставочный зал показал вам. Все ивенты вот эти вот, это малышковые, то что для новых на серверах, которые только открылись буквально типа вот день-два, и у них это держится пару месяцев, но не дольше месяца. Что будет доступно для покупки? Что будет доступно для покупки в хранилище доблести? Смотрите, вы получите арту плюс истребитель, который вы когда-то не получили. То есть в эпик прям вот железно надо идти. Кто не получил арту, сможет получить арту. Кто, как я, не смог получить ястреб, получит еще и ястреб себе сверху. Правда, на Либерти, который слабый, ехать насколько нужно. И отдельный ящик под грузовики наземные, и отдельный ящик под грузовики которые для воды. Также у нас дьявольский, тут ничего не меняется. Для золотого ничего не меняется уровня. И для серебра тоже ничего не меняется. Награды здесь, вот эти вот, вот это вот на земля, тоже не особо ничего не меняется. Наш телеграм-канал, чат, там дофига всего полезного. И в следующем видеоролике так что поставьте обязательно колокольчик. Также загляните на сайт ВВП команд. Супер имбовый инструмент для всех играющих. Любая статистика, любая информация, очень много всего там. Вам это и поможет, и просто поинтересоваться, потешиться эго можно будет в чате. Всем до скорой встречи.